Рано утром позавтракали, сердечно попрощались с Мариной и поехали на метро на южный вокзал Бостона. Грустный, усталый, ожидая очередного поезда. Отсюда выехали в сторону Нью-Йорка, но вначале сделали остановку в городе Провиденс, штат Род-Айленд, в 70 километрах к югу от Бостона. Из Провиденс автобусом поехали в Ньюпорт. Расстояние 50 километров на юг от Провиденс. Время в пути со многими остановками – около 1 часа. Город Стоун в 1639 году. Вскоре сюда начали прибывать многочисленные евреи из Испании и Португалии, бежавшие от инквизиции. Город с его портом стал значительным торговым центром, однако в начале 19 века он потерял свое былое значение, так как бизнесы перебрались в Провиденс, Бостон и Нью-Йорк. Проезжаем по мосту через залив. Прибыв в Ньюпорт, поехали на вот таком стилизованном автобусе до самой дальней точки заранее запланированного нами маршрута, а оттуда двигались пешком в обратную сторону, знакомясь по дороге с местными достопримечательностями. Южная часть – центральная магистраль в этой части города, Беллевью-авеню, дословно улица Прекрасный вид, в точке, куда нас доставил автобус. С середины 19 века здесь начали строить свои летние имения богатые плантаторы и промышленники с юга страны, чтобы отдыхать здесь от летней жары южных районов. К концу 19 века Ньюпорт стал самым престижным местом отдыха самых богатых людей в США эпохи Gilded Age, то есть позолоченного века, как саркастически называли период второй половины 19 и начала 20 веков. Самый южный замок-дача из наиболее известных – Раф-Пойнт, то есть дикое место. Каждый из этих замков фактически представляет собой музей того периода. Вид отсюда на океан и на мостик на прогулочной тропе вдоль берега. Видно замок с этого мостика. Следующий к северу Белкорт. Его помещения сдаются для различных торжеств тем, кто готов за это заплатить. Мраморный дом, построен в 1892 году, принадлежал одной из ветвей семейства Вандербильт, известного нам прежде всего по чайному ситечку мадам Грицацуевой, которая, как мы еще помним, была мечтой поэта. Внутри мраморного дома. Вид с веранды мраморного дома на китайский чайный домик. Вот он, первоисточник чайного ситечка Вандербильтов, которым Остап Бендер соблазнял Аллочку Щукину. Детали чайного домика. Вид от мраморного дома на север. Следующий замок-дача – Астор Бичвуд, построенный в 1851 году. Он был подарен Каролине Астор ее мужем. Леди Астор считалась королевой американского высшего общества. Она создала список 400, первый регистр самых богатых людей Америки. С веранды виден чайный домик соседей, расположенный южнее. А глядя на север, можно видеть замки других богатых дачников. Внутреннее помещение Астор Бичвуд. В этом зале устраивались балы для высшего света. У нас не было времени познакомиться подробно даже с самыми значительными из находящихся здесь замков, так как для этого нужно приехать сюда на несколько дней. Однако я частично восполнил краткость нашего пребывания в Ньюпорте с помощью интернета. Актеры воссоздают атмосферу первой четверти 20 века. Дворецкий.
шеф-повар. Сцена. Утром после бала. Далее на север расположен Роузклифф, построенный на стыке 19 и 20 веков семейством Олдридж, владельцами пароходной компании. Проходим другие, менее известные дачки. По этой улице выходим к океану. Вдоль берега проложена пешеходная дорожка Клифф-Вок, дословно прогулочная тропа над береговым обрывом. Она тянется от южной конечности Ньюпорта до его центральной части. Мы вышли примерно посредине между крайними точками этой тропы. Отсюда виден Раф-Пойнт. Сейчас мы находимся у обращенной к океану в стороне замка Брекерс, что в данном смысле значит прибой. Это самый большой дворец из так называемых летних дач Ньюпорта. Он был символом социального и финансового положения Вандербильтов. Скромный пенсионер Тимченко у скромной же калитки этой дачи. Некоторые внутренние помещения замка Брекерс. Встреча Нового года в этом замке. Детский домик на территории замка Брекерс. Вид от Брекерс на восток. Прежде чем покинуть берег океана, ознакомимся подробнее с прогулочной тропой Клифф-Вок. Ее начали благоустраивать в 1880 году и реконструируют с тех пор постоянно. Теперь это одна из важных достопримечательностей Ньюпорта. Длина тропы 5,6 километра. Кроме приятного вида на океан и живописных берегов, отсюда можно видеть также многие из ньюпортских дворцов.